Всем привет! В очередной раз ваши комментарии побуждают меня снимать новые видео, новые эксперименты. Один из предыдущих комментариев под моим видосом утверждал от школьника, то что магнитола, которая имеет всего лишь два выхода RCA, не способна воспроизводить музыку, что данные два RCA на магнитоле предназначены только для того, чтобы подключать туда сабвуфер. Собственно, сегодня мы этот миф либо развеем, либо подтвердим. Здесь у меня ширик молния, магнитола Урал, всего лишь с одной парой RCA, пожалуйста. И четырехканальник, который подключен, собственно, от этой магнитолы. И сейчас проверим, будет ли все это дело играть, или динамик будет просто басить. Хочется отметить, вообще, то, что я не исключаю такую возможность, то, что если вы покупаете магнитолу где-то в аптеке, либо в хлебобулочном отделе, где, собственно, не стоит приобретать какой-то автозвук, стоимостью 5000 тенге, 1000 рублей, то такая магнитола вполне возможно будет обрезана по частоте, что эти два RCA будут работать только на сабвуфер. Но это только прям совсем бичевские какие-то магнитолы. Поэтому давайте, наверное, рассматривать нормальные варианты магнитол. Вот этот Урал — это максимально бюджетная магнитола, при этом всего лишь с двумя RCA, одна пара. Ну и запускаем эту всю блестящую мультимедиа. О, надо же! Она играет сейчас через усилок на одном канале. И он поет. Теперь, наверное, все-таки стоит сказать и показать, как бы звучал динамик, если бы он реально был отрезан по диапазону сабвуфера. То есть не воспроизводил бы выше там условных 250-300 Гц. Именно тот комментарий, который это утверждал. Сейчас покажем, как это будет звучать. То есть, что нам нужно для этого сделать? Это просто здесь на усилителе включить фильтр LPF. Он тут буквально сдвинут где-то в районе 150, может быть, 200 Гц. Фильтр я включил. И теперь я включаю песню. Вот так бы он играл, если бы Мафон реально давал только диапазон сабвуфера. То есть голоса практически не было бы слышно. Теперь я на ходу просто отключаю фильтр LPF, распускаю его сверху. Так что предлагаю еще пару магнитол подобрать и также подключить, посмотреть, будет ли он играть весь диапазон или будет обрезан как сабвуфер. То есть первая магнитола, самая бюджетная на рынке, которая есть от Урала, развеяла этот миф. То есть с RCA у него выходит вся полоса. Можно спокойно подключать усилитель хоть на фронт, хоть усилитель для сабвуфера. Так, ну а теперь предлагаю рассмотреть магнитолу, которая кратно дороже, но при этом всего лишь одна пара RCA. И для большинства это типичный случай, когда они приобретают вроде бы Пионер, хороший Мафон, но с одной парой RCA, они подключают туда четырехканальник, а он басит, он не играет голос. То есть давайте вот посмотрим. Это у нас такой вот Пионерчик 325, и он всего лишь с одной парой колокольчиков. Все, которые идут в усилитель, четырехканальник. Тут также тот же ширик стоит. И, соответственно, включаем, смотрим. То есть динамик басит. Средний диапазон он не воспроизводит. Что делать, спрашивается в таком случае. Вроде бы же, казалось, Пионер столько бабла отвалил за такой Мафон.
а он не хочет играть. Все очень просто. Заходим в меню, кроссовер. Есть фронт, есть тыл и есть сабвуфер. Заходим в сабвуфер, и вот он, собственно, фильтр LPF. То есть мы его можем распустить. Сабвуфер будет играть ваш выше, до 160 Гц. Либо как его отключить, мы просто переключаем на LPF и отключаем его. Так что ищите настройки где-то. Реально, вот как Пионер. У меня у самого такое было. Первый раз, когда я на Пионере собирал свою первую систему, я подключил, а там только басы, вот этот глухой звук, ничего не играет. Там была настройка чуть по-другому. Заходилось, но все так же убиралось. Там надо было поставить тыл-тыл, а не сап-сап, что-то такое, я уже не помню. Здесь это реализовано гораздо проще. Вы просто именно в кроссовере отключаете сабвуфер и, соответственно, получаете весь диапазон частот на RCA. Дальше вы уже видели, там есть фронт и тыл, где фильтром HPF вы можете настраивать частотный срез, допустим, для мидбаса либо широкополосника, чтобы динамики чуть басили, либо поставить какую-нибудь эстраду, среднечастотник и сделать частотный срез уже там от 160 Гц, к примеру, чтобы этот динамик не басил. Вот так вот опровергли небольшие мифы, что на нормальных магнитолах даже с одной парой RCA, это 2 штуки их, все работает, все настраивается, выбирайте правильные магнитолы.